Ребятки, hello, как говорится. Добро пожаловать на обзор Apple AirTag. Это такая полезная штука, которую можно присоединить к ключам, к вашему рюкзаку, к чемодану или даже к собаке. И после этого iPhone с точностью до нескольких сантиметров покажет, где все это дело находится. Но не все так просто. Быстрый обзор и распаковочка. Поехали. Этот гаджет пока что продается только в США, в Китае, в Европе, еще в нескольких странах, но не в России. И не просто так. Дальше мы расскажем почему. Процесс покупки Apple AirTag очень приятный, ну как и многих продуктов Apple, особенно если вы покупаете это на официальном сайте компании Apple. Смотрим рекламу, круто, интересная штука. Заходим на сайт, 2990, ничего себе, хорошая цена, а 4 штуки еще дешевле. Но потом ты понимаешь, что вот к этому нужно докупить еще и вот это вот, а в идеале и это, и это. Самый простой ремешок стоит 3290, дороже, чем сама Apple AirTag, которая стоит 2990. Если нужен кожаный ремешок, это 3990, другой кожаный 4490, есть вариант за 32990. Ну а если средства позволяют, вот вам, пожалуйста, бирочка для багажа за 42 тысячи рублей. Странно, что в подарок к этой штуке не дают чемодан с вещами. Но, естественно, уже есть варианты других брендов за 1000 рублей, в 3 раза дешевле. Ну и на Алиэкспрессе наверняка появится что-нибудь за 300 рублей. Наш сегодняшний комплект выглядит вот так вот. AirTag взяли оптом 4 штуки, так дешевле. Взяли одну бирку обычную, кожаную, она чуть дороже, но выглядит неплохо. И взяли бирочку для багажа, можно прицепить к рюкзаку или к чемодану. Это американский комплект, но в России он наверняка будет точно такой же. Здесь по минимуму всего. Несколько бумажек макулатуры, а также 4 Apple AirTag. Комплект с одной AirTag выглядит вот так. Справа и слева небольшая инструкция, как этим пользоваться. Берем одну и смотрим. Новая метка выглядит вот так. Она вся в пленочках. И эти пленочки, и вот эта стрелочка не просто так. Это означает, что теперь метка активна. То есть мы соединили метку с батарейкой, которая стоит внутри. Теперь пленки между ними нет, соответственно, отсчет 1 года работы батарейки он пошел прямо сейчас. Цвет пока что только один, это белый. Ну, естественно, можно взять фломастер и что-нибудь придумать. С этой стороны у нас обычный пластик, с этой стороны нержавеющая сталь, полированная лазером. Но проходит совсем немножко времени, совсем немножко, это значит 1-2 дня, особенно если вы носите ее с ключами. И метка ваша выглядит уже вот так вот, царапается она очень легко. Второе – это гравировка. Ее нужно делать обязательно. На сайте Apple это можно сделать бесплатно. Вот вы купили 4 метки. Они все абсолютно одинаковые. Отличить, где какая, когда вы назначили эту на ключи, а это все делается в приложении, а эту на чемодан, невозможно. Ну или фломастером нарисовать, но лучше все-таки сделать гравировку. Можно сделать надпись или эмодзи. Бесплатно на сайте Apple. Пока что. Третье – это встроенная батарейка. Маленький поворот. Батарейка Panasonic CR2032. Повторюсь, заявлен год автономной работы. После этого, собственно, можно просто повернуть, достать батареечку, вставить новую и еще год вперед. Вот есть нюанс. Toyota Camry, конечно, какая еще машина может мешать проезду других машин? А значит, нюанс такой, если вы это дело не провернули до конца и не туго, оно немножко болтается и может просто развалиться, что называется. Поэтому нужно проворачивать вот туда вот. Ну и практика покажет, насколько это надежно. Надеюсь, что в Apple все-таки все протестировали и это надежно. Вставляем все это дело вот сюда. Без брелка метку носить как минимум неудобно. Здесь нет никакого ушка, никакой проводочек сюда не просунуть. Открывается. Метка ставится сюда и закрывается. И у нас есть еще бирочка на рюкзак. Вот такая бирка. Так. Вот так. И вы скажете, нафига ты это присоединил сверху, не мог что ли убрать внутрь? Это самый принципиальный момент. Присоединить ее именно сверху. Ну то есть за тем, чтобы видели, что она здесь есть. Об этом дальше. Третье. Как это работает? Зачем это вообще нужно? 3 важнейших «но». Первое. Это работает только с айфонами. С андроидами пока никак не работает. Второй момент. Это работает только с айфонами, у которых iOS 14.5 и выше. Младше не работает. Там нет поддержки AirTag. И третье. Если вы хотите, чтобы это работало на все 100%, с чипом U1, об этом тоже сейчас расскажем, в США, например, здесь это все работает как надо, нужно, чтобы у вас был iPhone 11 или iPhone 12 Pro. Только в них есть чип U1. Если у вас iPhone проще, даже если он вам очень нравится, с ним будет работать только по Bluetooth, а это гораздо менее точно. Так вот, как это все устроено? AirTag работает через приложение Locator. О, смотрите, все на русском языке. Присвоить имя AirTag. Куда мы ее
прицепим бумажник, кошелек. И вот важный момент, о котором забыл рассказать. Ну никак. Она сюда никак не влезет, она довольно толстая, и в бумажник, во многие бумажники она вряд ли поместится. Хотя есть люди, у которых бумажники выглядят примерно вот так, наверное, им это будет полезно. У меня вот оно, никак просто. Подключить. Вот, пожалуйста, наш чемодан, и мы ровно на этом же месте. Теперь давайте посмотрим, как это работает. Я положу прямо сюда, закрываю. Где мой рюкзак? У меня же есть Apple AirTag. У нас есть два сценария поиска метки, соответственно, багажа. Это просто посмотреть на карте, если вы примерно представляете, о чем идет речь, или наиболее точное определение местоположения с помощью вот такого интерфейса. 3,3 метра. Ага, смотрим. 3 метра впереди. 2,5, 2,3, 2, 1. Здесь. У меня завибрировал iPhone, сработал звук. Круто, работает. Сейчас осталось собаку найти. Ась! Довольно громко, кстати. Спасибо, мы все нашли. Ну и точно показывает на карте, что к чему. Теперь давайте поговорим о не самых приятных моментах. Во-первых, здесь два интерфейса, что называется, взаимодействие. Это Bluetooth LE, то есть Low Energy, а также, самое это интересное, это чип U1. И вот этот вот чип U1 не работает в России. 6 ГГц в России пока что закрыты. Силовые структуры, ну и вот это вот все. Правда, говорят, что прямо сейчас Apple ведет переговоры с кем нужно, чтобы доказать, что эти 6 ГГц и вот этот вот чип никому не помешают. Но если вы используете это в России, это только Bluetooth LE. Это гораздо менее точная история, а Apple U1 это только в США, ну и в тех странах, где это разрешено, а разрешено много где. А вот теперь, ребятки, поговорим о собаке. Если вы привязали вот это вот к собаке и поехали к бабушке на деревню, куда-нибудь во Владимирскую область, и собака убежала куда-нибудь в лес за километр, собаку вы, ребятки, не найдете. И вот почему. Вся эта история, эта метка работает через приложение Find My. Эта метка, когда ваш iPhone не рядом, то есть, допустим, вы оставили рюкзак в электричке, а электричка поехала далеко в область, эта метка опирается на сигналы других iOS-устройств и определяет свое местоположение на карте. Это такая шифрованная, закрытая, хотел сказать, технология Apple. Эта информация никуда не передается. На самом деле обмен между iOS-устройствами идет постоянно. И вот если у бабушек в деревне нет айфонов и айпэдов, эта метка не сможет ни на что опереться. Более того, в России U1 не работает, это только Bluetooth, если в радиусе 20 метров нет никакого айфона и, в принципе, iOS-устройства. Вот вам и вся метка, вот вам и весь поиск. Второе. Вам подкинули эту метку тихонечко в ваш рюкзак и за вами следят. Если рядом нет владельца этой метки с айфоном, ваш iPhone напишет, что рядом с вами находится чужая метка. Но это если у вас есть iPhone, новый iPhone. Ну и третье. Вы вышли из электрички, рюкзак уехал на электричке далеко в область. Включаем режим пропажи, вводим номер телефона. Эта вещь утеряна, позвоните мне. Можно ввести любой текст, активировать. Кто-то увидел ваш рюкзак, на нем вот так вот висит метка. Сынок, это же Apple AirTag. Где мой смартфон с NFC, Android смартфон? Берем Android смартфон с NFC. Опаньки, работает. Ребятки, смотрите, открывается сайт About this AirTag. Эта вещь утеряна, позвоните мне. Появляется номер телефона. Классно. Круто, а? Ну, сами понимаете, во-первых, метку должно быть видно. Во-вторых, должен быть смартфон с NFC. И в-третьих, честно говоря, заморачиваться этим в электричке далеко в Подмосковье, будет ли какая-то бабушка, я сомневаюсь. Но в некоторых странах, возможно, это вполне рабочий сценарий. Пункт номер 5 – это еще приятная особенность, это защита по IP67. То есть, если метка у вас на рюкзаке, пошел сильный дождь, все это заливает водой, не проблема. Метка будет работать, даже несмотря на то, что там есть динамик. Но теперь самое интересное – это, конечно же, цены. В случае с меткой все довольно неплохо. Даже в России она стоит всего 2 990. Приятная цена. Берете 4 – хороший дисконт. Но гораздо более важный момент – это, конечно же, чип U1. В России только Bluetooth, так что, пожалуйста, решайте сами. Могу сказать, что сделано классно, идея отличная, интерфейс приятный, вопросов нет. Но в России вопросы есть. Apple AirTag, спасибо, что посмотрели. А может, что, разыграем? У нас же 4. Нам, ребятушки, не жалко. Одну с удовольствием разыграем. Один комментарий по теме с удовольствием почитаем. Спасибо, что посмотрели. Увидимся. Пока.